И всем салют, я гений ютуба Скарлетт Смесь. Сегодня мы будем делать расклады Таро. Какие-то совпадения мы увидим в будущем. Возможно, а может и не увидим. Для этого и создан этот эксперимент. Я являюсь скептиком, поэтому этот эксперимент и зародился, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Где-то, может, Таро и попадет в яблочко, а может и не попадет. Поэтому давайте посмотрим, что из этого вышло. Давайте начнем. Погнали. Сами карты Таро появились в 15 веке, а использовать в магических целях начали в 18 веке. Первым, кто всерьез связал Таро с предсказаниями, был Антуан Кур де Жебелен. В 1781 году он заявил, что эти карты хранят древнюю египетскую мудрость. Его идеи подхватил оккультист Этейла Жан-Батист Альет, который разработал первые системы гадания, включая расклады и толкование карт. В XIX веке Таро начало ассоциироваться с каббалой, астрологией и эзотерикой. В XX веке Артур Эдвард Уэйт и Элистер Кроули окончательно закрепили Таро как мощный инструмент предсказаний и самопознания. Есть сотни раскладов, и многие тарологи делают свои авторские схемы. Главное не просто запомнить значение карт, но и интуитивно понимать их значение. В 15 веке в Италии была игра карточная, которая называлась Тарочи, а прорицательные значения появились только в 18 веке. До этого в картах никто не видел мистики. Первая современная колода Райдер-Уэйт, созданная в 1909 году художницей Памелой Колман Смит и мистиком Артуром Эдвардом Уэйтом, эта колода стала эталоном. Ее изображения повлияли почти на все последующие Таро. Также Карл Густав Юнг использовал карты Таро для работы с подсознанием. Египетская книга Тота — это мифический текст, который по легенде принадлежал египетскому богу мудрости Таоту. Он содержал знания о магии, вселенной. По преданиям, книга Тота давала власть над миром, позволяла понимать язык животных, давала знания о загробной жизни и реинкарнации, открывала тайны богов и магии, давала силу предсказывать будущее и изменять реальность. Реально ли существовала такая книга? Доказательств нету, то, что она существовала и существует. Однако в Древнем Египте были свитки, связанные с богом Тотом. Например, тексты пирамид. Это магические заклинания для загробной жизни. Книга мертвых — это инструкция для души после смерти. Эта идея сильно повлияла на оккультизм, и Элистер Кроули даже создал Таро Тота, свою колоду, основанную на египетской символике. Элистер Кроули утверждал, что получил откровение от духовного существа Айваса, который передал ему книгу закона, главный текст философии Телемы. Он верил, что эта книга — прямое продолжение мифической книги Тота, содержащей тайные знания древних египтян. Колода создавалась 5 лет, с 1938 по 1943 год, но напечатали ее только после смерти Кроули в 1969 году. Считается, что Таро Тота выбирает, с кем работать. Не всех тарологов карты могут отобрать. Также в Таро Тота колоды заменены привычными значениями многих карт. Например, сила стала похотью, а справедливость — коррекцией. Я научилась делать расклады Таро, хотя это не так сложно. Примерно где-то месяц прошел. Какой-то опыт. Маленький такой, но имеется. Если вдруг меня смотрит какой-то профессиональный таролог, либо, который больше опыта имеет, и вдруг я где-то там вступила, что-то не так сказала, я была бы рада, если вы меня подправите и напишите в комментарии мои ошибки. Может быть, я как-то неправильно растолковала. Для того, чтобы гадать на Таро, нужны карты Таро. Да, не удивляйтесь. И я зажгла свечки. И такой полумрак сделала. Загорись сильнее. Раз уж мы каскад делаем. Магические штуки.
Я тут свечку при помощи магии держу. Ну вот примерно такой свет будет. И не слишком темно, не слишком светло. Самые популярные расклады на Таро — это одиночная карта, которая дает быстрый ответ на конкретный вопрос. Что ж, начнем с прошлых экспериментов. Инкуб, домовой. Он сейчас с нами. Мы его призвали. Мы призвали инкуба. И он теперь здесь. Как свечки-то заиграли. Самое такое интересное, что меня удивило, это то, что карта выпрыгнула сама. Конечно же, я ее прочитала. Что же значит карта, которая мне сама по себе выпрыгнула? Многие тарологи замечают, что во время тасовки карты сами выпрыгивают из колоды, давая неожиданные, но точные подсказки. У меня только что карта вылетела из рук. Я вот думаю, как это произошло, и может быть это все-таки, может быть это какой-то знак, что это именно карта. Туз мечей, чтобы я сейчас не придумывала и не обманывала вообще. Просто вам скажу, что же нам выпало. Холодильник. Только что вышел. Туз мечей — это власть, ум, ясность. У вас достаточно сил и энергии для любых новых начинаний. Решимость в действиях и готовность к росту и развитию помогут вам в реализации плана и проекты. В раскладе может означать приобретение ясности, будь для решения сложных задач, выяснения отношений с партнером или преодоления сомнений. Такое чувство, как будто карта для меня прилетела, а не к вопросу того, что инкуб существует сейчас со мной или нет. Карта туз мечей. Скорее всего, эта карта была для меня. Также расклады можно придумывать самому. Тут нету прямо строгих правил. Просто нужно понимать и чувствовать карту. Просто интуитивно чувствовать связь между ними. И как считают многие тарологи, что чем меньше карт, тем точнее ответ. Чем больше карт, тем больше деталей. А это большой риск запутаться. У меня, конечно, была мысль задать сначала себе вопрос. Что по моей части? Может, какой-то вопрос задать. Сначала про себя. А потом я подумала, все-таки давайте с инкубом. То есть давайте искать дальше ответ. Еще раз попробуем. Мы его призвали с прошлых экспериментов. Может, не инкуб, может, что-то сверхъестественное. То есть что-то паранормальное. Домовой, может быть, это. Может быть, что-то тоже другое. Но что-то такое паранормальное, что нам, людям, не увидеть. Он рядом с нами. Он рядом, точнее, со мной. Карты периодически соскальзывали с моих рук из-за того, что они большие. Также тарологи подмечают, что одна и та же карта в раскладе может означать разное. Может изменять смысл в зависимости от ее положения, соседних карт и даже интуитивного ощущения. Восьмерка пентаклей. Это развитие, контроль, умение направить. Медленное, но уверенное движение вперед. Ваши планы притворятся в жизнь, но все равно будут требовать от вас контроля и надзора. Умелое руководство и умение полностью погружаться в работу ваших союзников для достижения заветных целей и получения заслуженной награды. Вы не поняли, но было очень интересно. Хорошо, ребята, давайте для вас расклад сделаю. Какие вы характером? Мне было бы очень интересно узнать, какой у вас характер. У многих
У большинства, точнее, какой характер у моих подписчиков. Так, давай. 9 кубков. Согласие, комфорт, удача. Карта глубокого удовлетворения результатом действий, успеха в делах. И даже если в раскладе присутствуют неблагоприятные карты, они создадут лишь временные препятствия и неприятности, но не отменят ваш успех. Все, на что вы надеетесь, скоро исполнится. Какие вы позитивные ребята. Я такое люблю. Молодцы, ребята. Кстати, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. И комментарий, пожалуйста. Потому что как и так, у меня мало просмотров. Мне немного печалит. А я стараюсь делать контент. Также самые популярные расклады — это 3 карты: прошлое, настоящее, будущее. Это классический способ анализа ситуации. Кельтский крест — один из самых популярных и сложных раскладов. Дает глубокий анализ проблемы. Также идет расклад на отношения, который помогает понять динамику и будущее отношений. Еще самый такой популярный расклад — это годовой прогноз, 12 карт. Показывает основные события года. Одно из популярных — это подсознание, сознание, будущее. Дает понимание внутренних процессов и направлений. Один из самых популярных раскладов — это Кельтский крест, но кельтских корней он не имеет. Его популяризовал Артур Эдвард Уэйт в начале 20 века, а до этого его практически не использовали. Также карты Таро используют не только для предсказаний. Их используют для творческого прорыва. К примеру, писатели могут вытягивать карты для того, чтобы придумать интересный сюжетный поворот. Давайте еще насчет вас расскажу. Нравится ли вам мой контент? Мне интересно. Большинству нравится мой контент или нет? Отшельник. Ладно. Давайте посмотрим, что же это. Отшельник. Мудрость постигается в уединении. Пришло время побыть в одиночестве, чтобы позаботиться о себе. Пора отдохнуть от суеты и посвятить время тому, чтобы вспомнить, каково быть наедине с собой. Удалиться от общества, чтобы в тишине услышать шепот Вселенной. Помечтать, помедитировать, а после вернуться к общению с новыми силами. Вам нравится уединение? Получается. Интроверт, в общем. Да, главное карты вот Таро растолковать правильно. Правильно растолковать правильно. О. Достигну ли я популярности в виде 1 миллиона подписчиков? Аудитория была позитивной, хорошей. Паш жезлов. Новости, движения, послания. Эта карта говорит о появлении нового движения в ситуации, которая, казалось, совсем зашла в тупик. О пробуждении нового интереса и воодушевления, новом взгляде на вещи. Это шанс и приглашение выйти за рамки привычного и найти новое увлечение. То есть мне говорят, что я зашла в тупик, но как я понимаю, что я должна найти новое увлечение. Ты охуела, что ли? Спасибо, конечно, карты за желание, пожелания мне, но нет. Как я знаю, что повторно задавать нельзя. То есть тебе уже 1 раз выдали ответ, и вот больше не дали. Но мы нарушим правила. И еще раз. Я задам вопрос. Будет ли у меня 1 миллион подписчиков, хорошая аудитория, активность и доброжелательность? Маг. Высшая магия — вера в себя. У вас есть магия для любых свершений. Сосредоточьтесь и действуйте. Главное — найти вдохновение, и вы станете мастером в любом деле. В работе лучший момент для новых начинаний. Ваши отношения построены на крепкой дружбе. А это вот совсем другое дело, ребята. Вот так вот. Учитесь.
Как менять свою судьбу? Там есть специальные расклады, которые я, конечно же, не помню, хотя я некоторые делала. Какова моя проблема с моим контентом? Катусмэс, основной канал. Какие у меня проблемы? Что нужно исправить? Что мне нужно сделать сейчас, чтобы исправить эту проблему? Что мне нужно сделать потом? Что мне следует услышать? И чего мне следует избегать? Моя проблема в моем контенте моего канала Scarlet Smith. 9 мечей. Сейчас меня обосрет же. По-любому. Жестокость, отчаяние, вина. Эта карта редко предвещает реально существующую угрозу, но ваша нервная система уже на пределе. Вы переживаете обо всем и сразу, постоянно. Вас накрывает волной паники, и вы не можете сопротивляться ей. Это оказывает губительное воздействие на психику и организм. Надейтесь, что на самом деле вас гнетет. И берите из своей жизни. Это, наверное, про эксперимент с инкубом, с вызовами этими. Окей. Что мне нужно сделать сейчас, чтобы исправить эту проблему? 2 кубков. Любовь, гармония, союз. Карта описывает гармоничные отношения между двумя людьми. Общность интересов помогает укрепить доверие. Даже если дело не касается романтики, эта карта описывает благожелательное взаимодействие, внимательность и доброту. Ее важное значение — способность доверять и действовать согласованно. Так, что мне нужно сделать потом, чтобы исправить эту проблему? 6 пентаклей. Соседи не спят, что ли? Звук оттуда, вот с угла там. Вы просто про инкуба спрашивали, про домового. Ладно, продолжаем. Чего у нас там? 6 пентаклей, да, была? Получение благ, даров. Это может быть заслуженная награда за хорошо проделанную работу, а может быть совет, который вы получите весьма вовремя. Продолжайте проявлять великодушие и терпение, и Вселенная ответит вам тем же. Карты хорошо так складываются. Ну, интересно. Что же следует мне услышать? Маг. У вас есть магия для любых свершений. Сосредоточьтесь и действуйте. Главное — найти вдохновение, и вы станете мастером в любом деле. В работе — лучший момент для новых начинаний. Ваши отношения построены на крепкой дружбе. Следующее у нас идет, что следует избегать. Что следует не избегать? 8 мечей. 7 мечей — это риск, загнанность и ограничения. Традиционная отрицательная карта, указывающая на попадение в очень затруднительное положение. Она предупреждает, что дела пойдут не тем путем, и выпутаться из той ситуации будет очень сложно. В результате вы рискнете попасть в неприятные обстоятельства, почувствовать себя ограниченным в принятии решений. Ой, так. Как-то так у нас. Интересно. Расклад интересным вышел. В чем заключается мой дар? И как я могу развивать этот дар? Как я могу его использовать? Каким вызовом мне придется столкнуться, если я буду использовать и развивать свой дар? Что мне поможет преодолеть этот вызов?
Что в долгосрочной перспективе мне принесет этот дар? В чем заключается мой дар? Что за дар у меня? Сила. У вас заключена великая сила. Невероятно храброе сердце согревает своим теплом других даже перед лицом опасности и в период невзгод. Продолжайте делать выбор в пользу внутреннего спокойствия и достоинства, сопереживания. Они приведут вас к цели куда быстрее агрессии. И я тут даже поспорить не могу. Как я могу развивать этот дар? Рыцарь мечей. Накал, взрыв, яркость. Вы просто горите своими идеями, однако в связи с этим ситуация вокруг вас накаляется. Любые новинки придется отстаивать, увлечение оправдывать. Эта карта включает эмоциональный взрыв, ссоры и споры, в которых родится истина. В которых родится истина. Я не поняла, как развивать через ссоры, через споры, через истину, получается. Для чего мне дан этот дар? Как я могу его использовать? Паш Пентаклей. Он вроде был у нас. Повседневность, стабильность, уверенность. Сейчас лучший момент для решения маленьких повседневных задач. Покупки, уборка, помощь членам семьи. Это поможет укрепить семейные отношения и сблизиться с родными. А покупки будут разумны и оправданы. На данном этапе вас не настигнет демон транжирства. Ради повседневности и стабильности мне дан этот дар. С какими трудностями мне придется столкнуться, чтобы развивать этот дар? Умеренность. Важнейшая из наук. Умеренность говорит о прекрасных навыках управления, которые дают результат. Это управление не только процессами или графиком, а в первую очередь самим собой. У вас прекрасно получается сохранять спокойствие и вовремя концентрироваться, переключаясь между задачами. То есть это вызов для меня будет. Что мне поможет преодолеть этот вызов? Так. Четверка жезлов. Результат, награда, радость. Ваши труды в скором времени принесут первые положительные результаты, и окружающие по достоинству их оценят. Сейчас можно насладиться моментом спокойной, стабильной обстановкой, ощущением уединения с окружающими. Иногда эта карта описывает ситуацию, когда первые шаги сделаны и нужный опыт приобретен, но двигаться дальше в этом направлении не хочется. То есть мне поможет преодолеть результат. Желание, наверное, добиться своего что принесет мне радость, скорее всего. Что в долгосрочной перспективе принесет мне использование моего дара? Влюбленные. Решения, принятые сердцем. Карта сует глубокие любовные переживания. Говорит, что следующий шаг предполагает выбор. Он может быть связан с отказом от привычного образа жизни или переездом. Реже этот выбор не связан с любовными переживаниями. Вам так или иначе придется сделать этот выбор. Решительно и бесповоротно, не оставляя себе никаких лазеек и беря на себя вдобавок определенные обязательства. Влюбленные — это смелое решение, принятое сердцем. А в будущем увидим результаты какие. Правда ли говорят карты или нет? Это чисто расклад, чтобы потом посмотреть, что будет. Так что подписывайтесь на мой канал. Это повод подписаться, если не подписан. Что у меня сейчас на сердце лежит? Я, конечно, не биолог, поэтому задаю такой вопрос. Что у меня на сердце? Ладно, без шуток. Что у меня на сердце? Так. Что меня ждет в ближайшем будущем? Какие эмоции ждут меня в ближайшем будущем? Какие эмоции меня ждут в ближайшем будущем? Что меня ждет в далеком будущем? Что у меня сейчас на сердце? Шестерка кубков. Безопасность, детство, дом. Карта ностальгии, воспоминания о прошлом, романтических чувств. Она означает прошедшее увлечение, от влияния которых вам с трудом удалось освободиться.
Присутствие этой карты в раскладе говорит о пробуждении давно забытых желаний. Что-то явственное напомнит о прошлом. Ебать, может, не надо? Что меня ждет в ближайшем будущем? Сон разума порождает чудовищ. Эта карта — грань между точно работающей интуицией и богатым воображением, которое затягивает мир иллюзий. Луна предупреждает об опасности. Сейчас не следует проверять себя на прочность, пока вы никак не можете повлиять на происходящее. Какие эмоции меня ждут в ближайшем будущем? Верховная жрица. Верховная жрица. У всех котиков есть связь с космосом. Прислушайтесь к интуиции и найдете нужное решение. Уделите время себе и всему, что вас окружает. Почувствуйте, куда вас тянет, а где вы свернули не туда. Все, что внутри вас, отражение духовного. Почувствуйте это и сможете найти себя. А что меня ждет в далеком будущем? Императрица. Творческий порыв, зародившийся внутри вас. Императрица — энергия творчества и материнства. Знак рождения новых идей и проектов, вдохновения. Ваши труды обладают большой ценностью, чем вы предполагаете. В работе вас ждут успех и рост. В любви — гармония. Безусловная родительская любовь к детям и творческим проектам. Сейчас я сделаю расклад для вас. Каково же ваше ближайшее прошлое? Ближайшее прошлое ваше. Ваша текущая ситуация какая? И ваше ближайшее будущее. Ваше ближайшее прошлое. Луна, как мне помнится, она негативная. Какая такая. Давайте еще прочитаем, чтобы прям... Сон разума порождает чудовищ. Эта карта — грань между точно работающей интуицией и богатым воображением, которое затягивает в мир иллюзий. Луна предупреждает об опасности. Сейчас не следует проверять себя на прочность, пока вы никак не можете повлиять на происходящее. Хорошо. Ваша текущая ситуация какая? Императрица. Творческий порыв, зародившийся внутри вас. Императрица — энергия творчества и материнства, знак рождения новых идей и проектов, вдохновения. Ваши труды обладают большей ценностью, чем вы предполагаете. Глубокий успех, рост любви, гармония, безусловная родительская любовь к детям и творческим проектам. В работе вас ждут успех и рост в любви, гармония. Позитивненько уже, да? Ваше ближайшее будущее. Ваш жезлов. Новости, движения, послания. Эта карта говорит о появлении нового движения в ситуации, которая, казалось, совсем зашла в тупик, о пробуждении нового интереса и воодушевления, новом взгляде на вещи. Это шанс и приглашение выйти из рамки привычного и найти новое увлечение. Вот так вот, ребята. Я, наверное, напоследок возьму себе расклад дня. Что у меня будет? А что будет у вас? Что у меня? Туз мечей. Власть, ум, ясность. У вас достаточно силы и энергия для любых новых начинаний. Решимость в действиях и готовность к росту и развитию помогут вам реализовать все планы и проекты. В раскладе может означать приобретение ясности, будь то решение сложной задачи, выяснение отношений с партнером или преодоление сомнений. Ваш расклад на день. Умеренность. Это сложнейшая из наук. Умеренность говорит о прекрасных навыках управления, которые дают результат. И это управление не только процессами или графиком, но в первую очередь самим собой. У вас прекрасно получается сохранять спокойствие и вовремя концентрироваться, переключаясь между задачами. Приходите на расклад позже. После гадания я долго уснуть не могла.
Я слишком перевозбужденной была. У меня слишком много амбиций было. Я не знаю, может быть, это потому, что это я, либо потому, что я гадала на Таро. Может, это как-то с этим связано. Я была удивлена некоторым картам, которые попадались. Прямо в яблочко попадала. Особенно про мою силу. Я знаю, я сильная и такая классная девчонка. Да, это совпало с этим. Были карты, которые, сомнительные. Может быть, я как-то их не поняла. Попадает прямо, бывает. А некоторые карты, только уже додумывать, если только, как, я так понимаю, интуиция. В Таро играет интуиция. А мозг у нас что? Любит придумывать всякое. У меня свое мнение, то, что это самовнушение, то, что где-то совпадения играют, то, что опа, выпало, на меня походит по описанию. Другая карта, а здесь не походит на меня. Понятно, что совпадение. По крайней мере, это мое мнение. А как вы думаете, правда ли это то, что какие-то магические силы существуют? Хотя по истории создания Таро какие-то сомнения у меня. Напишите в комментариях все равно. Мне интересно будет почитать. Я думаю, не только и мне. И я выпью этот стакан позитивной энергии за удачный эксперимент. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Вырубай.